В чем проблема с задним вариатором? Вот когда я его отжимаю, он, видите, назад не сжимается, становится на одном месте. Хотя хороший вариатор, он должен отжиматься и прижиматься одновременно. А он отжимается только при кручении. То есть где-то что-то заедает. В заднем вариаторе, задний вариатор снимается очень просто. Берем ключ на 22. У меня рожковой ключ на 22. Также нам понадобится какой-то лом. Лом или какая-то трубочка. Или гвоздодержатель. Далее ставим ключ в эти отверстия. И между этим отверстием вставляем вот эту трубку, вставляем. Видите, она упирается в землю. Далее берем насадку на 17, удлинитель, и так вот небольшими усилиями откручиваем. Вариатор не будет крутиться, потому что упор идет на вот эту трубку. Мы придерживаем руками ключ и вот таким образом открываем, откручиваем гайку. Крутили. Дальше ложим ключ и вынимаем, собственно говоря, вариатор. Так, контрагайку открываем вторым газовым номером. Видите, я уже немного ее сорвал. Я прижал в тиски тут краешки и она сдвинулась. Теперь открываем. Придерживаем этот верхний край, чтобы пружина не выскочила. Вот так вот. Она выстреливает. И снимаем. Так, это сцепление у нас. Сняли сцепление. Снимаем пружину. Так, далее нам надо снять вот этот упор для пружины. Взять отверточку, поддеть сюда и отсюда вот эту штуку вытягивать. Вытягиваем этот упор для пружины. Теперь видим, тут у нас смазка немного есть. Эти вот шпонки вылетают. Просто нужно так вот постучать, и они сами выскочат. Нам нужно смазать, во-первых, почистить тут все и потом уже смазать. Зачищаем растворителем или бензином. Со всех сторон нам надо снять полностью грязь везде. Так, вот я уже все разобрал, зачистил. Теперь берем смазку, графитная смазка, и все внутри тут смазываем. Все это изнутри надо все смазать. Здесь вот смазываем на вот этой крышке для пружин. Да, смазываем, кстати, вот эти вот все подшипники, которые тут внутри идут. С одной стороны, с другой стороны
Наложим смазку. И теперь собираем все в обратном направлении. Одеваем шпонки. Надеваются пазлы в отверстие специальное. Тут перепутать невозможно. Этих пазиков 3 штучки, шпонок, пазиков. Также сверху тут тоже можно намазать. Одеваем крышку для пружинки. Так, на сцеплениях внимательно смотрим, чтобы они расходились. Вот берем отверточку, вставляем. Вот они должны расходиться. Если оно не расходится, значит надо менять пружину, либо менять полностью задний вариатор. Так, вот я уже до конца проделал держатель для пружины. Теперь ставим пружину. Ставим сцепление. И вот так вот протягиваем. Протягиваем. Тут у нас есть пазлики. Должен войти в пазлы. И дальше нам нужно одеть контрагайку. Одеваем по резьбе. Так, и вот в обратном порядке закручиваем контрагайку. Опять вторым номером. Закручивать надо до порчика. Вот, чтобы оно не выскочило, вот мы ее сжимаем, и оно должно лежать плотно. Потому что если оно выскочит, может застопорить. Далее вставляем в тиски, зажимаем щечки и уже поджимаем плотно контрагайку. Так, теперь устанавливаем на место. Задний вариатор я уже поставил, снял ремень. Сейчас эти блины очень хорошо ходят и закрываются. Одеваем колокол 22 номером. Прижимаем и крепко закручиваем. До упорчика прижимаем. И теперь у нас вариатор задний стоит хорошо. Я двигаю щетки, и они сейчас хорошо после смазки двигаются. То есть не так, как раньше стопорило. Сейчас я разжимаю, и после того, как я убираю руки, оно сжимается. Теперь ставим крышку вариатора и смотрим, как будет работать скутер. Что хотелось подчеркнуть, как я завел скутер, у меня колесо не двигается, стоит на месте, хотя раньше оно у меня просто перемещалось, двигалось. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезным, не понравилось, дизлайк. Подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч.